Майнис! Скидись на ход, скидись. Охват такому, да. Я захват, когда? Когда захват, когда? Когда захват, когда? Давай, Турайдер. Анядис. Бай, Нидин, бай, Нидин. Бай, Нидин. Не сработал, Сань. В весовой категории до 57 килограммов победу одержал Николай Захаров, Республика Саха-Якутия. На ковер мы приглашаются Ярослав Осипов, Федор Костиков, Республика Саха-Якутия. На ковре А поединок ведут борцы весовой категории до 57 килограммов. Красным триком 20-летний Федор Адамов, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Иванов, Петров. Его соперник в синем триком, представитель команды Республики Саха-Якутия Тархан Каримов. Тархану 17 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Скрябин, Игнатьев. Ковер А. На время поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Ярослав Осипов, представитель команды Республики Саха-Якутия. Имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренер Дмитриев, Афанасьев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Федор Постников. Федор 27 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских соревнований 2022 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Неустроев, Захаров, ковер Б. Бай, летит. Тарпағаттан ұлы үйді көрдік. Вот они, алла бер. Неге. Ondan okun berme. Да, ben gene. До свидания. Кстати, захвакан то утром делать.
Ну все. Нету проходов. Галя, не дики. Анянис. Анянис. Вперед. Вот, того добегай. Да ну хай. Ой, да ханна говорю. Тун. Вот туда. На ковре Б чистую техническую победу одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия. Франкаль, нет. На ковер Б начинаются квалификационные поединки в весовой категории. До 65 килограммов приглашаются Айдал Громов, Дамир Попов, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Петр Адамов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Айтал Васильев, Алексей Каблов, Республика Саха-Якутия. На ковре А квалификационный поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Айтал Васильев. Спортсмен 18 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Захарова Дмитрия. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Алексей Копылов. Алексей 24 года, мастер спорта России, победитель первенства Европы и мира, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Яков Филиппов. На ковре П поединок ведут в красном трико Айтал Громов, в синем трико Дамир Попов, Республика Саха-Якутия,
65 килограммов. Айтал Громов, 19 лет, и первый спортивный. Шахзымаев, Республика Бурятия. В красном трико Ванькина Пуров имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренер Кузьма Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Саян Шахзымаев. Спортсмену 22 года, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа 2023 года, он является бронзовым призером, представляет Республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Цыредов, Подмаев, Ковер Б.
На ковре А победу одержал Алексей Каплов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Булат Пайскалонов, Республика Бурятия, Арсен Кононов, Республика Саха-Якутия. Борцы весовой категории до 65 килограммов. Квалификационный поединок. Слава, скажи другие. Там другие, эй. Что такое? На ковре Б чистую техническую победу одержал Саян Жекзымаев, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. На ковер Б приглашаются Эрел Леонтьев, Республика Саха-Якутия, Эрдем Шарастепанов, Республика Бурятия. Ой, захват, Андрей. Делай до конца! 4 балла! Так. Работай здесь! Работай! Работай, Андрей! Работай! Партия, работай! Красного смотри. Как он держит. Внимательно смотри. Смотри внимательно. На ковре А квалификационный поединок весовой категории до 65 килограммов в длину. Красное трико Александр Иванов. Александру 23 года, представитель команды Республики Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Захаров, Дмитриев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Игловец. Андрею 19 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренируется под руководством Игнатьева Скрябина. Ковер А. Грамота, Андрей. Пропускай грамоту, спокойно, спокойно. На ковре Б чистую техническую победу одержал Эрдем Шарастепанов.
Карманов, Республика Бурятия. В это время начинается первый круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Айсен Капырин, Республика Саха-Якутия, Андрей Паскин, Республика Бурятия. Смотри. Сам начинай, Андрей. Самому начинать. Кисы не давай. Не давай киски. Не давай киски. Сам начинай. Бороться, борцы, борцы! Работайте до конца! Вставай! Вставай! Взять, Андрей, вставай! Вставай! Взять спокойно! Провокацию бери! Бери! Поднимай! Двинь голы, Нигин! Двинь голы, Нигин! Двинь губой! Двинь губой, Ник! Вставай, Эренис, крест! Бери крест! Бери крест! Работай, крест! Зегер, работай! Зегер! Руки встряхни! Встряхни, спокойно, довести спокойно. Проходить будет, смотри. Борцы, борцы! Свой захват ищи! Свой захват, Андрей! Не давай ноги! Борись! Нету двух! Стой! Не давай ноги! Борцы! Борцы, борцы! И пальцы! Ноги не давай! Сейчас проходить тоже буду, смотри! Не давай ноги нужно! Борис! Парни, смотри! Ноги не давай! Не давай ноги! Не давай ноги! Туруй! Встань! Уходи на него! Держи! Держать! Держать! Не отпускай! Не отпускай! Смотри время-то. Ноги не давай, говорю. Не давай ноги. Чувствуй здесь. Чувствуй. Прочувствуй. Будет идти туда. Голову вверх. На ковре А победу одержал Андрей Минловец, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Булат Байскалонов, Арсен Кононов. Булат Байскалонов, Республика Бурятия, Арсен Кононов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б
Первый круг весовой категории на 97 килограммов идут в красном трико Айсен Капырин. Айсену 28 лет, представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта России, призер чемпионата Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренер Сипцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия, параллельный зачет Иркутская область, Андрей Илмазкин. Андрей 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренер Кирилл Болтаев, ковер Б. Победу одержал Айсен Капырин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 79 килограммов. Первый круг, группа А. Приглашаются Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия, Сергей Любимов, Приморский край. На ковре А поединок ведут в красном трико Булат Боис Холодов, Республика Бурятия, спортсмену 25 лет, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Базаров, Имаев, Максаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Арсен Тонов. Арсену 19 лет,
первый спортивный разряд. Победитель первенства Восточного федерального округа, студент Чуракчинского института физкультуры и спорта, тренеры Афанасьев, Дмитриев, ковер А. Вот так вот. Руку возьми. Цепи ногой. Ногу возьми, Булат. Что это? Арсен, тоқтама! Стряхни, Серега, стряхни руки. Вася, иди пока, иди пока. На ковре А победу одержал Булат Фаизхалонов, Республика Бурятия. На ковре А начинается первый круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Дмитрий Шевцов, Приморский край, Нюрбут Серпин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б первый круг в группе А весовой категории до 79 килограммов. Поединок ведут в красном трико Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. Кандидат в мастера спорта, бронзовый чемпион Восточного федерального округа 2023 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Корякин, Сахаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Приморского края Сергей Любимов. Сергей 26 лет, кандидат в мастера спорта, победитель Приморского края, тренер Тамаев, ковер П.
время в весовой категории до 79 килограммов победу одержал Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. На ковре начинается поединок весовой категории до 79 килограммов. Первый круг, группа Б. Приглашаются Артур Говоров, Республика Саха-Якутия, Гер Качаян, Приморский край. На ковре А весовой категории до 97 килограммов поединок ведут в красном трико Дмитрий Шевцов, Приморский край, спортсмену 37 лет, кандидат в мастера спорта, призер Приморского края, тренер Дмитрий Кабаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Юргун Серкин. Юргуну 27 лет, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Сивцев, ковер А. На ковре Б поединок весовой категории до 79 килограммов ведут в красном трико Артур Говоров. Артур 20 лет, представляет команду Республики Саха-Якутия, первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Дмитриев, Крылов. Его соперник в синем трико, представитель команды Приморского края, 28-летний Гер Качаян. Мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренер Дмитрий Кабаев. Girete. Oh, queria parar. Prohotar. Itu kira. На ковре А весовой категории до 97 килограммов чистую техническую победу одержал Юргун Серкин, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинаются квалификационные поединки весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Петр Парников, Павел Алексеев, представитель команды Республики Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико Артур Говоров, Республика Саха-Якутия, в синем Гер Качаян, Приморский край.
Центр, борцы. Бороться. Красное действие. Красный. Тима синий. Синий бороться. Синий пассив. На ковре А квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико Парников, Республика Саха-Якутия. Спортсмен 23 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренер Константинов. Его соперник в синем трико Павел Алексеев, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 17 лет, имеет первый спортивный разряд. Студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Тренер Алексей Некрасов. Ковер А. На ковре А чистую победу одержал Федор Парников, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается квалификационный поединок весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия, Абдурахман Хатамов, Приморский край. На ковре Б победу одержал Ген Качаян, Приморский край. На ковре Б начинается квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Александр Неустроев, Албан Абакумов, представители команды Республики Саха-Якутия. Не стоит. Ануфрий Егорович Аршаков. Просьба подойти в рабочее место. Ануфрий Егорович Аршаков. Просьба подойти в рабочее место.
Жестче давай! Погнал! Давай, стой, 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 не давай! Стоять! Стойка! Стойка! Работай! Свою борьбу навязывай! Запреты. Поединок ведут в красном трико Александр Неустроев, спортсмен 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Старостин, Сафон. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Албан Бакумов. Албану 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренеры Дмитриев, Макаров. На ковре А чистую техническую победу одержал Николай Сивцев, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории 61 килограммов Эрдем Баракшонов, Республика Бурятия, Ярослав Яковлев, Республика Саха-Якутия в 1/8 финала. Ковер Б. 4 балла красному, 2 балла синему и 2 балла синему. Челлендж красного угла проигран. Еще балл дополнительный синему. На ковре А Петр Соловьев, Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, весовая категория 92 килограмма. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую победу на душе одержал Албан Абакумов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Петр Ксенофонтов и Евгений Мухамедзянов, представители команды Республики Саха-Якутия. Готов. Back in the north. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Петр Соловьев, Республика Саха-Якутия, спортсмен 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чуракчинского института физкультуры и спорта, тренер Кирилл Захаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Никита Сафронов. Никите 23 года, кандидат в мастера спорта, и он одерживает победу, чистую техническую победу. Ковер А.
На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала. РД Баракшонов, Республика Бурятия, Ярослав Яковлев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б квалификационный поединок весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико Федор Ксенофонтов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 20 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурамчинского института физкультуры и спорта, тренер Захаров, Ябловский. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Евгений Мухамедзянов. Евгению 25 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренер Сергей Николаев. Ковер Б. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую победу на ПШ одержал Федор Ксенофонтов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинается поединок, квалификационный поединок весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Артур Илбаскин, Республика Бурятия, Андриан Берский, Республика Саха-Якутия. На ковре А в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико РД Баракшонов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край, спортсмену 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Алдар Альженимаев. Его соперник синим трико представитель команды Республики Саха-Якутия Ярослав Яковлев. Ярославу 19 лет, имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Семен Петухов. Ковер А.
На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал НН Баракшонов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Манчара Ильинов, Республика Саха-Якутия, Алдан Большенемаев, Республика Бурятия. В 1/8 финала весовой категории 61 килограмм. Еще раз. Под себя. На ковре Б весовой категории до 86 килограммов поединок ведут в красном трико Артур Илбаскин, Республика Бурятия. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Дмитрий Молдаев, Виктор Мармоев, Кирилл Асадович. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андриан Денский. Андриану 22 года, кандидат в мастера спорта, серебряный призер первенства Центрального федерального округа. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Сивцев. На ковре А в 1/8 финала весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико Манчара Ильинов, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренеры Пономарев, Сафронов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Алдар Большенемаев. Алдару 30 лет, мастер спорта международного класса, победитель международных соревнований Байкал Open 2023 года. Тренеры Средов, Молотов, ковер А.
Дата время весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала поединок ведут в красном трико Александр Авилов. Александру 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Яковлев Капитонов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Николай Заболовский. Николаю 20 лет, кандидат в мастера спорта, участник всероссийских соревнований памяти Бесика Кулухова, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Сивцев, Слепцов, Ковер Б. Декабре А, весовой категории до 61 килограмма, поединок ведут в красном трико Алтар Республика Бурятия. Спортсмену 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Зарикто Меньшиков, Паян Цвенов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Дмитрий Ларионов. Дмитрию 23, мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Старостин, Посельский, Ковер А. Дата время весовой категории до 61 килограмма с явным техническим преимуществом победу одержал Александр Авилов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала Михаил Иванов, Валентин Бурнашов, Республика Саха-Якутия. Takımı tatladılar. Anjir. Ini kami sekalian ada, kami satakan ada. Om satat. Satu situ pak. Ini apa dah ini? Satat tempat ini apa dah? На ковре А поединок ведут в красном трико Алтар Макуев, Республика Бурятия, в синем Дмитрий Ларионов, Республика Саха-Якутия. Sama-sama wiran ada. Kita kan sedang berada. Kata
감싸 내는 답변. 얘네 하나다. 또 얘인다. 감싸대 하나다. 사단. 들어와. 내야 따따가 나리. 시원하다. Bata sagam dulu betul. Buatin setan jangan. Kuliah dah. Teruskan. Benar, boh. Nak batu betul dah sagam dulu. Soalnya ada kira kapsa apa mana? Kiri nak dong nak. Tun. Dia kiri tu pada. Apa satu? Semua musuh. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут красным триком Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия, спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки спорта. Сивцев. Его соперник в синем триком представитель команды Республики Саха-Якутия Валентин Горлашов. Валентину 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа. На ковре А победу одержал Алдан Монкуев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Николай Жирков, Петр Константинов, представители команды Республики Саха-Якутия. Давай, так. Так дела. Kaldır. Лёля. Делай. Провокашка.
все, веришь ты. Туга, Гига. Гони. Вперед! Давай стрела, Дальше, контроль! Давай! Тура! Туш! Держи. Вот. На ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/8 финала поединок ведут в красном трико Николай Ширков, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд. Призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Конкоев, Яковлев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Константинов. Петру 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Восточного федерального округа прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Иванов, Никифоров, Яковлев, ковер А. Делай. Только дальше делай. Конек. Все, дергай.
Ня-ня, бью. Так. Ой, где так. Все, ня-ня. Ковер Б челлендж проигран, там было время, поэтому по качеству балл борцов красным трико и выигрывает схватку с красным. На ковре Б победу одержал Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Шаргал Данкинов, Республика Бурятия, Артур Макаров, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 61 килограмма, 8-й финал. На ковре А победу одержал Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Максим Лебедецкий, Амурская область, Айсет Хапырин, Республика Саха-Якутия. Второй круг, весовая категория 97 килограммов. На ковре Б поединок весовой категории до 61 килограмма. В 1/8 финала поединок ведут в красном трико Шаргал Данкинов, Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмену 27 лет, мастер спорта международного класса, победитель Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Базаров, Давкинов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Артур Макаров. Артуру 17 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Афанасьев, Яковлев, Иванов, ковер Б.
На ковре А поединок весовой категории до 97 килограммов идут в красном трико Максим Любенецкий, Амурская область, спортсмен 23 года, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва Амурской области, тренеры Махновских, Мухаммединов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айсен Копырин. Айсену 28 лет, мастер спорта России, призер Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Симцев. О, хорошо! Ковер А. Sama. Termak. Dan saklar. Kendine kalma canım ya. Dikine pasikolo liderdir. Aşağı diyor abi. Termak. На ковре Б чистую техническую победу одержал Шаргал Картинов, Республика Бурятия, мастер спорта международного класса. На ковер Б приглашается Нюрбут Терентьев, Республика Саха-Якутия. Красный пусть. На ковер Б приглашается Нюрбут Терентьев, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победа присуждается Нюрбуту Терентьеву, Республика Саха-Якутия, и двум неявным соперникам. На ковер Б приглашаются Андрей Илбаскин, Республика Бурятия, Дмитрий Шевцов, Приморский край. Весовая категория 97 килограммов, второй круг. Sevgili de kaldı. Onu anlattı. Onu anlattı öyle yakın arası. Beğen bak. Öyle yakın arası. Gördüm kaldı. Красный пальцы. Gördüm kaldı. Otur. Evet. Sana da kakir. Onu anlattı. Otur. Bete, se konan tülleri. На ковре А победу одержал Максим Любенецкий, Амурская область. На ковре А начинается второй круг, группа А, весовая категория 79 килограммов. Приглашаются Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия, Ачин Даржиев, Республика Бурятия.
На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Сергей Любимов, Приморский край. Приглашается Сергей Любимов. Весовая категория 79 килограммов, второй круг. На ковре Б, ввиду неявности соперника, победа присуждается Сергею Любимову, Приморский край. На ковре Б начинаются поединки в супертяжелом весе до 129 килограммов. Приглашаются Амгалан Бакшеев, Республика Бурятия, Севела Шанура, Приморский край. В 1/4 финала. Действие красный. На ковре А весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия Василий Кирий. В красном трико Василию 22 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд республики, тренеры Корякин, Захаров. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Ачир Даржиев. Ачиру 26 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия, тренер Меньшиков, ковер А. Еще глубже запихай. На ковре Б в супертяжелом весе до 129 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Амгалан Бакшеев, Республика Бурятия. Амгалан 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренер Цендемеев. Его соперник в синем трико Севела Шанура, Приморский край. Победу одержал Амгалан Бакшеев. Чистая техническая победа. На ковер Б приглашаются Нюргут Чубров, Республика Саха-Якутия, Болтан Сыржиков, Республика Бурятия. Başka neler?
Осталось. Осталось. На ковре А победу одержал Ачирдашиев, Республика Бурятия. На ковре А второй круг весовой категории 79 килограммов. Приглашаются Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, Артур Говоров, Республика Саха-Якутия. На ковре Б в супертяжелом весе до 129 килограммов поединок ведут в красном трико Нюргут Чукров. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Чуракчинского института физкультуры и спорта, тренер Сивцев. Его соперник в синем трико представляет Республику Бурятия Балдан Цыжиков. Балдану 33 года, имеет параллельный зачет Забайкальский край, мастер спорта международного класса, тренеры Балдаев, Меньшиков, ковер П.
На ковре А весовой категории до 79 килограммов поединок ведут Тюмень Бадиев, Республика Бурятия, Тюмень 21 год, мастер спорта России. На ковре Б победу одержал Полтан Цыпов, мастер спорта международного класса Республика Бурятия. Чистая техническая победа. На ковер Б приглашаются Лев Павлов, Любомир Ашеев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 57 килограммов в 1/4 финала. На ковре А Тюмень Бадиев, Республика Бурятия, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России 2023 года, чемпион Дальневосточного федерального округа 2023 года. Тренеры Вадим Цыбиков, Иван Немаев, Р.Р. Белектуев. Его соперник в синем трико представляет Республику Саха-Якутия 20-летний Артур Говоров. Артур Говоров имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренеры Дмитриев, Крылов, ковер А. На ковре Б поединок весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. Льву 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России до 21 года, серебряный призер первенства России до 24 лет, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренеры Данилов, Катоев, Павлов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Любомир Ашеев. Любомиру 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренеры Макаров, Захаров, Савин. Ковер Б. На ковре А чистую техническую победу одержал Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. На ковер приглашаются супертяжеловесы в 1/4 финала Эльчин Максимов, Иван Алексеев, представители команды Республики Саха. На ковре Б в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов поединок ведут в красном трико Лев Павлов, в синем трико Любомир Ашеев, представители команды Республики Саха-Якутия.
Коновалов, трудно. Аккуратно, Ваня, встава. Самая, Ваня, это все. Давай, Ваня, вперед. На ковре А весовой категории до 125 килограммов поединок ведут в красном трико Эльчим Максимов, Республика Саха-Якутия. Эльчиму 26 лет. Имеет первый спортивный разряд, призер первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки спортных команд тренер Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха, 22-летний Иван Алексеев, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки спортных команд тренеры Старостин, Ефремов. Ковер А. На ковре Б победу одержал Лев Павлов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Николай Захаров, Федор Адамов. Весовая категория до 57 килограммов, подбой, 4-й финал.
Саха-Якутия. На ковер приглашается Эрдем Цренжапов, Республика Бурятия. На ковре А и Дуния соперника победа присуждается Эрдему Цренжапову. Весовая категория 125 килограммов. На ковре А поединок ведут Тархан Игнатьев и Улан Иванов. Республика Саха-Якутия. Борьбой 4-й финала. Весовая категория 57 килограммов. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Николай Захаров. Николаю 19 лет, кандидат в мастера спорта, участник всероссийских соревнований, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренер Иванов, Ушанов, Стрекаловский. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия, 20-летний Петр Адамов. Кандидат в мастера спорта Петр Адамов, победитель Первенского Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренер Иванов, Петров, ковер П. На ковре А поединок весовой категории до 57 килограммов в 1/4 финала ведут в красном трико Тархан Игнатьев, Республика Саха-Якутия. Тархану 23 года, кандидат в мастера спорта, призер, победитель первенства Дальнего Востока среди юниоров. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Макаров, Сахаров, Неустроев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Уйгулан Иванов. Уйгулану 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Филиппов, Дмитриев, ковер А.
На ковре А победу одержал Уйхулан Иванов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов, подходит 4 финала. Федор Костиков, Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Петр Адамов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Нюрмут Сергин, Айсен Бабырин, Республика Саха-Якутия, весовая категория 97 килограммов, третий круг. Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Бэнг бэй. О, Турдас. Здравствуйте, спасибо. Спасибо. На ковре Б чистую техническую победу одержал Нюрмут Сергин с явным техническим преимуществом. Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашается Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 79 килограммов. Василий Кириллин. На ковре Б ввиду неявных соперника победа присуждается Василию Кириллину, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 79 килограммов.
На ковер Б приглашаются Геркачая, Приморский край, Тюмень-Вадиев, Республика Бурятия. Весовая категория 79 килограммов, третий круг. Раз и пассив. Первенства Европы и мира. Тренер Яков Яковлевич Филиппов. Ковер А. Идем, бай. Раз и пассив. Идем, бай. Хамда, кит! Идем, бай. Идем, контролла. Хамда, кит! Эрги. Ложки! До конца! Эрги. До конца, Ги! Раз и пассив. Осторожно. Раз и пассив. Круто. Кругер. Илюша, идем, бай. Вот, сразу собрал! Чуй. Идем, бай. Спокойно, Илюша. Иди сюда. Давай! Иди туда. Отдохни. Стани на меня. На ковре А весовой категории до 57 килограммов победу одержал Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 97 килограммов Максим Любенецкий, Амурская область, Андрей Илбаскин, Республика Бурятия. Весовая категория 97 килограммов, третий круг.
Еще. Чего нету? На ковре П поединок весовой категории до 79 килограммов ведут красный трико Гер Качаян. Представляет Приморский край. Спортсмен 28 лет, мастер спорта России, победитель. Чемпион Дальнего Востока, тренер Табаев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Тюмень Вадиев. Тюмень 21 год, мастер спорта России. Серебряный призер Кубка России 2023 года, чемпион Дальнего Востока прошлого года. Тренеры господин Средиков, Внимание Маев, НТ Директуев, ковер Б. Один накат. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов победу одержал Тюмень Вадиев, Республика Бурятия. Победил Тюмень Вадиев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Джулусхан Платонов, Айтал Громов, представители команды Республики Саха-Якутия. Весовая категория 65 килограммов в 1/4 финала. На ковре А поединок весовой категории до 97 килограммов ведут в красном трико Максим Любенецкий, Амурская область, спортсмен 23 года, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока, тренеры Покровских, Мухамединов и его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Андрей Илбаскин. Параллельный зачет Иркутская область, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренер Кирилл Болтаев.
Двигаться будет еще. На ковре А чистую техническую победу одержал Андрей Елмаскин, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Сергей Любимов, Приморский край, Ачир Дашиев, Республика Бурятия. Третий круг весовой категории до 79 килограммов. Группа А. Сам, Серега, не надо стоять. Молодец, хорошо. Серега, спокойно работай. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Чулусхан Платонов, Республика Саха-Якутия, спортсмены 25 лет, чемпион Дальнего Востока 2023 года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренируется под руководством Игнатьева Данилова. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Айкал Рома. Айкалу 19 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер международных соревнований памяти Романа Михайловича Дмитриева, студент Черепчинского института физкультуры и спорта, тренеры Макаров, Амосов, ковер Б. Стоишь, Серега, работай. Нельзя стоять. Смотри. Хорошо. 40 секунд. Работай. 2 секундочек. Давай. На ковре А весовой категории до 79 килограммов
поединок ведут в красном трико Сергей Любимов, Приморский край, спортсмену 26 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Приморского края, тренер Табаев. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Ачир Даржиев. Ачиру 26 лет, мастер спорта России, серебряный призер дальнего востока прошлого года, представляет республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренер Зарикто Менчев, ковер А. На ковре Б чистую техническую победу одержал Джулусхан Толжонов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Булат Фаиз-Алонов, Эрдем Шарастепанов, представители команды Республики Бурятия, весовая категория 65 килограммов, в 1/4 финал. На ковре А весовой категории до 79 килограммов чистую победу на душе одержал Ачир Даржиев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала Андрей Ветловец, Республика Саха-Якутия, Саян Жекзымаев, Республика Бурятия, ковер А.
После данных поединков состоится торжественная церемония открытия соревнований. После данных поединков состоится торжественная церемония открытия соревнований. На ковре весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Булат Поясхалонов. Булату 25 лет, представляет Республику Бурятия, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований 2022 года. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия. Тренеры Базаров, Немаев, Максаров. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия, 24-летний Эрден Шаростепанов. Мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года. Тренеры Цыренов, Дандоков, ковер Б. На ковре А поединок весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала ведут в красном трико Андрей Медловец, Республика Саха-Якутия, спортсмен 19 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренируется под руководством Игнатьева Скрядина. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край Саян Жакжеваев.
В номере А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Андрей Медловец, Республика Саха-Якутия. На ковре А объявляется перерыв для проведения торжественной церемонии открытия соревнований. Уважаемые участники соревнований, готовимся к параду. Командующий парадом подготовить участников к параду, участников соревнования.
Так, главные участники соревнования. У выхода готовимся к параду. По 2 человека. В колонне по 2 человека. Так, сборная команда Амурской области, Республика Бурятия, Еврейской автономной области, Приморского края, Хабаровского края, сборная команда Республики Саха-Якутии. Команды, готовимся, через пару минут начнем открытие.
Хабаровский край, представитель Хабаровского края. Участники чемпионата Дальневосточного федерального округа по спортивной борьбе. Мы рады приветствовать вас на нашей благородной Легинской земле. Встречаем парад участников чемпионата. Командующий парадом Сивцев Улстан Николаевич, судья республиканской категории, мастер спорта России. Сегодня в соревновании по вольной борьбе принимает участие сборная команда Амурской области, Республики Бурятии, Приморского края, Хабаровского края и сборная команда Республики Саха-Якутия. Да здравствует спортивная борьба, пусть ширятся и растут его ряды. Слово для представления вручается главе муниципального района Мегрикан-Галайский Луз Дмитрию Ивановичу Тихонову. Добрый день, дорогие спортсмены, уважаемые ветераны, наши гости. От имени администрации и всех жителей нашего района, от себя лично поздравляю вас всех с открытием чемпионата по спортивной борьбе Дальневосточного федерального округа. Не случайно место проведения данного чемпионата выбран наш район. Мегрикан-Галайский район является родиной именитых спортсменов, таких как олимпийского чемпиона Тимира Пеникина, олимпийцев-вольников Артура Федорова, Владимира Торговкина и многих других. Борьба – это сила, это красота, это возможность реализовать себя в жизни. Желаю каждому участнику спортивного азарта, удачи и пусть победит сильнейший. Күндү доктор, битой булактагын спортсмендар, әгине баргатын бүгін угилин үлгөн чемпионатын бейгулус бутуар ыдылларынан итистин ардабын тердебин. Бу көбөртен бүтүн модун Россия сүмәтти күлөктө ити болар, онун булаттар бутады жахайын. Бейинни битигер улахан кайылар, улахан сетиилер күтеллер, онон бары бейки урдук, улаттар бутады жахайын жемеле сөдөгүл ыдырабын. Мактал онна каз битиги киге бары ыдыгар, эге бары митатенге болууну сетиилери мактал. Уважаемые гости и участники, внимание, звучит гимн Российской Федерации.
От имени администрации Совета депутатов и главы муниципального района Мегино, Кангаласский район приветственное письмо вручается Мухаммеддинову Руслану Вахидовичу, Амурская область. Приветственное письмо вручается Максарову Цыбику Цыренжаповичу, Республика Бурятия. Приветственное письмо вручается Табаеву Дмитрию Сергеевичу, Приморский край. Приветственное письмо вручается Ядиеву Али Ибрагимовичу, Хабаровский край. Приветственное письмо вручается Семенову Вадиму Эдуардовичу, Республика Саха-Якутия. За вклад в развитие физической культуры и спорта и за успешное участие в лично-командном чемпионате Республики Саха-Якутия по вольной борьбе, посвященному столетию Николая Николаевича Тапского, благодарность главы муниципального района Мегино-Кангаласский улус объявляется Иванову Уйгулану Николаевичу, спортсмену Олимпийского резерва имени Василия Петровича Уварова. Благодарность главы муниципального района вручается Кириллину Василию Игоревичу. Благодарность главы муниципального района вручается Кривошапкину Владиславу Ивановичу, тренеру-преподавателю спортивной школы Олимпийского резерва. Благодарность объявляется Никитину Анатолию Семеновичу. Благодарность главы муниципального района объявляется Свинобоеву Станиславу Егоровичу. Благодарность главы муниципального района объявляется Сивцеву Николаю Николаевичу. Благодарность объявляется Хабарову Никите Нюргустановичу.
Слово для приветствия предоставляется главному судье чемпионата Руслану Юахитовичу Мухаммединову. Дорогие спортсмены, болельщики, от имени судейского корпуса нашего чемпионата Дальневосточного федерального округа я хочу присоединиться к поздравлениям сказанным и лично от себя пожелать, вот именно, чтобы в этом прекрасном зале отобрались действительно сильнейшие, которые в дальнейшем уже на чемпионате России будут представлять сборную команду Дальнего Востока. И уже, соответственно, на чемпионате России отобраться сборную команды России, чтобы побороться на дальнейших высших соревнованиях. Поэтому всего вам хорошего в этом плане. Значит, по регламенту соревнования, вы знаете, проводятся в один день. Сейчас идут четвертьфинальные встречи, потом полуфинальные, утешительные встречи и финальные встречи. Все будет происходить без перерыва, поэтому потерпите немного и, соответственно, награждение. Все, спасибо. Всех участников и гостей поздравляет Николай Васильев Айтамыл. А у нас
Раз. Уважаемые судьи, просим занять рабочие места. Уважаемые судьи, просим занять рабочие места. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин в поселке Нижний Бестях в спортивном комплексе «Парус» имени Тимира Пенегина продолжаются. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Руслан Уахитович Мухаммеддинов, Благовещенск, Амурская область. Заместитель главного судьи Федор Афанасьевич Соловьев, судья всероссийской категории город Якутск, Республика Саха-Якутия. Главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Кривошапкин, город Якутск, Республика Саха-Якутия. На ковера приглашаются Александр Болуров, Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия, весовая категория 65 килограммов, в 1/4 финала. На ковер Б приглашаются Олег Фомин, Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия, в 1/4 финала, весовая категория 70 килограммов. Судьи Ануфрий Аржаков, Дмитрий Лигер. Просьба подойти в рабочее место. Dengar. Coba.
На ковре А весовой категории до 65 килограммов в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Александр Балуров, Республика Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер первенства России, тренеры Данилов, Яковлев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Игорь Матвеев. Игорю 18 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Иванов, Капурин, Юмшан. Ковер А. Ковер Б. Челлендж выигран. Борцу в синем трико 2 балла. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель
в 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренеры Дмитриев, Макаров. На ковре Б победу одержал Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Иннокентий Антонов, Республика Саха-Якутия, Буян Цыренов, Республика Бурятия. Ковер А. В 1/4 финала весовая категория 70 килограммов. Выше назад выбирать. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Игорь Обхоев, Республика Бурятия, Федор Парников, Республика Саха-Якутия. В 1/4 финала весовая категория 70 килограммов. На ковре А чистую техническую победу одержал Буян Цыренов, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. В 1/4 финала Федор Ксенофонтов, Владимир Паяновский, Республика Саха-Якутия. Просьба протереть ковер А.
На ковре Б весовой категории до 70 килограммов поединок ведут в красном трико Игорь Упхоев, Республика Бурятия, параллельный зачет Иркутская область, спортсмену 21 год, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10, тренеры Константин Хангалов, Виктор Паймеев, Валерий Иванов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Петр Парников, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Дальнего Востока среди юниоров, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Константин Ковер П. На ковре А поединок в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов ведут в красном трико Петр Ксенофонтов, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 20 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта, тренеры Захаров, Евловский. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Владимир Баяновский, спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер всероссийских соревнований памяти Песика Кудухова, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Посельский, Константинов, Ковер А. На ковре Б чистую техническую победу одержал Игорь Упхоев, Республика Бурятия. На ковре Б начинается 4-й круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Нюргун Серькин, Республика Саха-Якутия, Максим Лювенецкий, Амурская область.
На ковре А весовой категории до 70 килограммов победу одержал Владимир Баяновский, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается 4-й круг весовой категории до 97 килограммов. Приглашаются Дмитрий Шевцов, Приморский край, Айсен Копырин, Республика Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 97 килограммов поединок ведут в красном трико Нюргут Сергин, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 27 лет, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренер Сивцев. И его соперник в синем трико представитель команды Амурской области Максим Любенецкий. Спортсмену 23 года, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока, тренеры Покровских, Мухамединов, ковер П. На ковре А весовой категории до 97 килограммов в 1/4 круг идут Дмитрий Шевцов в красном трико, представляет Приморский край, спортсмену 37 лет, кандидат в мастера спорта, призер Приморского края, представляет спортивную школу «Булат», тренер Дмитрий Табаев. На ковре Б чистую техническую победу одержал Нюргут Сергин. На ковер Б приглашаются Иннокентий Бабаранов, Николай Сивцев, представители команды Республики Саха-Якутия. На ковре А соперник Дмитрия Шевцова в синем трико Айсен Копырин. Спортсмену 28 лет, мастер спорта России, призер чемпионата Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Сивцев, ковер А. Вот, 2 балла есть. Давай, останови давай. 2. Раз. Останови. 2. На ковре А чистую техническую победу одержал Айсен Копырин, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия,
На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Сандан Кармаев, Республика Бурятия, Андрей Румянцев, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 74 килограмма в 1/4 финала. На ковре Б весовой категории 74 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия, спортсмену 17 лет, кандидат мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, тренер Капитонов, Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Станислав Свинобоев. Станислав 21 год, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока прошлого года, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Умаров, ковер Б. На ковре А весовой категории до 74 килограммов поединок ведут в красном трико Сандан Гармаев, Республика Бурятия, спортсмену 21 год, кандидат мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока,
представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 7. Тренеры Нима Нимаев, Солкон Ратнаев, Вандан Базаров. Его соперник в синей стрелой представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Румянцев. Спортсмену 19 лет. На ковре Б победу одержал Станислав Свинобоев с явным техническим преимуществом. На ковер Б приглашаются Муслим Мансуржанов, Андриан Ленский. Муслим Мансуржанов представляет Приморский край, Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 86 килограммов. На ковре А соперник Сандана Горбаева Андрей Румянцев имеет первый спортивный отряд. Победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренер Сивцев Захаров. Ковер А. На ковре А победу одержал Сандан Кармаев, Республика Бурятия. На ковер А приглашается Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Эмиль Рамазанов. На ковер А приглашается Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Эмиль Рамазанов. Ведут
явке советника победа присуждается Эмилю Рамазанову, Хабаровский край. На ковера приглашаются Влас Сивцев, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. Весовая категория 86 килограммов. На ковре В весовой категории до 86 килограммов в 1/4 финала поединок идут в красном трико Уэндо Шадавов, Республика Бурятия, в синем трико Виталий Ефремов, Республика Саха-Якутия. На ковре А весовой категории до 86 килограммов представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Влас Сивцев, спортсмену 18 лет, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Тренер Дмитриев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Герман Устинов,
спортсмену 29 лет, мастер спорта международного класса, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха. Тренер Яковлев. Ковер А. Время весовой категории до 86 килограммов победу одержал Буянто Шадапов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов в 1/4 финала. Джулустан Калачев, Никита Сафронов, Республика Саха, Якутия. На ковре А в весовой категории до 86 килограммов чистую техническую победу одержал Герман Устинов, Республика Саха-Якутия, мастер спорта международного класса. На ковер А приглашаются Аюб Жиржитов, Республика Бурятия, Арсалан Мальжанимаев, Бурятия. Весовая категория 92 килограмма. В 1/4 финала.
На время весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико Джулстан Калачев, Республика Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренеры Сивцев, Евловский. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия, 23-летний Никита Сафронов, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренер Альберт Макаров, ковер Б. На ковре А весовой категории до 92 килограммов поединок идут в красном трико представитель команды Республики Бурятия Аюр Шакшитов. Аюр 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Евгенов Гамбоев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия, 20-летний Арсалан Паншиневаев. Кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва под руководством Базарова. Ковер А. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Николай Константинов, Республика Саха-Якутия, Али Чедиев, Хабаровский край.
Минута. Арсик, проигрываешь? Иди, пошли! На ковре А победу одержал Аюб Шукшитов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются Кирилл Эрхитуев, Республика Бурятия, Фарид Кизимов, Еврейский автономный округ. На ковре А ввиду неявки соперника победа присуждается Кириллу Эрхитуеву. На ковер А приглашаются Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия, Алдар Фальшинимаев, Республика Бурятия. Весовая категория 61 килограммов в 1/4 финала. Челлендж ковер А. Ой, ковер Б. 4 балла синему. 4 балла синему и красный угол проиграл челлендж, значит еще 1 балл синему. На ковре Б победу одержал Али Чингиев, Хабаровский край. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма в
1/4 финала. Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, Эрдем Паракшонов, Республика Бурятия. На ковре А весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико Михаил Иванов, Республика Саха-Якутия. Спортсмен 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель Первенства Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренеры Константинов, Сивцев. Его соперник в синем трико представитель Республики Бурятия Алдар Большенимаев. Алдару 30 лет, мастер спорта международного класса, победитель международных соревнований Байкал Опен 2023 года. Представляет Федерацию спортивной борьбы Республики Бурятия тренеры Сыредов, Полосов. На ковре Б свой категории до 61 килограмма поединок ведут красный трико представитель команды Республики Саха-Якутия Александр Авилов. Александру 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе, тренеры Яковлев, Капитонов. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Эрдем Паракшонов. Параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель
техническим преимуществом победу одержал Александр Алинов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются Жаргал Данкинов, Алдар Мункуев, представители команды Республики Бурятия. Весовая категория 61 килограммов в 1/4 финала. Verin bir adam. Ковер А. Действие без оценки. Челлендж проигран. Бал борцов синий. Было время. На ковре А победу одержал Алдар Большенимаев, Республика Бурятия. На ковер А приглашаются Нюргут Киритьев, Федор Константинов, представители команды Республики Саха. Симона, поменяйтесь. Говорю, Петя, у вас. Tapi itu bos, siap, ustaz, ini. Wah, hasil. Siap, buku. Bos. Ganes. Rapi pasti. Siap. Gerak, gerak. Ke rumah dia ke rumah. Ini. Apa dah? Habis. Anda merang sadar dulu, Bang. Kali ini kita. Tar, udah, kalian. Siap. Ya, hantar. На ковре Б весовой категории 61 килограмма поединок ведут представители команды Республики Бурятия. Красным трико Жаргал Данкинов. Параллельный зачет Забайкальский край, спортсмен 27 лет, мастер спорта международного класса, чемпион Дальневосточного федерального округа прошлого года, Базаров Данкинов. И его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Алдар Мункуев, спортсмену 23 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренеры Зарикто Меньшиков, Баяр Царенко.
1/4 финала поединок ведут красным триком Нюргун Киритьев, Республика Саха-Якутия. Спортсмену 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований, тренеры Сахаров, Неустроев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Федор Константинов. Петру 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Дальнего Востока прошлого года, тренеры Иванов, Никифоров, Яковлев, ковер А. خلي رماه جي تمام هو كده بس هذا النمر اخلاق الدكتور الدكتور يجتنا الجميل كده بس كده كمان نعرف Kenyar, kejamnya gua. Cuan. Kenyar. Wah, kalau kenapa terus lah? Siap. Ruangan sudah urus. Wah, ini akhlak ini. Siap. Kalau kenapa terus lah? Siap. Tolong kena, merah. Wah. Merah. Sih. Terbalik ini. Ini tahuan. Anyar celana pada gua. Satulah. Merawat lah. Amaskan. Angin merawat tu. Jadi. Ya, berapa? Nah. Ada serangnya kalau ada. Kalau ada serangnya. Banyak beda. В это время победу одержал Жангал На ковер Б приглашаются Богдан Сашников, Царинжанов, Республика Бурятия, полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов. Kalah. На ковре А весовой категории до 61 килограмма победу одержал Федор Константинов, Республика Саха-Якутия. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 129 килограммов. Приглашаются Амгалан Бакшеев, Республика Бурятия, и Иван Алексеев, Республика Саха-Якутия.
На ковре весовой категории до 125 килограммов в супертяжелом весе полуфинальный поединок ведут в красном трико Балдан Цыжипов. Республика Бурятия, параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмену 33 года, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России 2022 года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва Республики Бурятия, тренеры Болгаев, Меньшиков. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Эрдем Цариншапов. Спортсмену 24 года, параллельный зачет Забайкальский край, мастер спорта России, победитель Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренер Иванов, ковер Б. Tütten gel. Şimdi çürüyüm. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 125 килограммов ведут в красном трико Алгалан Бакши, Республика Бурятия, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10, тренер Галанжалсан Сандемеев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Иван Алексеев. Ивану 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренеры Старостин, Ефремов, ковер А.
Дальше. Иван, тюктя, мы бутер. Арстый тянет. На ковре Б весовой категории до 125 килограммов победу одержал Богдан Цышипов, Республика Бурятия. Богдан Цышипов выходит в финал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Федор Адамов, Алексей Каблов, Республика Саха-Якутия. Судья Сивцев Рустам. Просьба подойти в рабочее место. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов идут в красном трико Лев Павлов, Республика Саха, спортсмены 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России до 21 года, серебряный призер
На ковре Б поединок, полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов идут в красном трико Петр Адамов. Оба представляют республику Саха-Якутия. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Иванов, Петров. И его соперник в синем трико Алексей Копылов. Алексей 24 года, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2023 года. Алексей Копылов является победителем первенства Европы и мира. Ковер Б. На ковре Б весовой категории до 57 килограммов победу одержал Алексей Копылов и уходит в финал. На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 65 килограммов приглашаются Булатовая Столова, Республика Бурятия, Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, выходит в финал и будет бороться за первое место с Алексеем Копыловым.
На ковера приглашаются полуфиналисты весовой категории до 65 килограммов. Джулускан Платонов, Андрей Медловец, представители команды Республики Саха-Якутия.
представитель команды Республики Саха-Якутия Андрей Медловец. Андрей 19 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренер Игнатьев, Скрябин. Многовремя полуфинальный поединок весовой категории до 65 килограммов идут в красном трико Улан Борис-Полонов, Республика Бурятия, спортсмену 25 лет, мастер спорта России, победитель всероссийских и международных соревнований по вольной борьбе, представляет республиканскую спортивную школу Олимпийского резерва, тренеры Базаров, Немаев, Максаров. Его соперник в синем трико Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия, спортсмену 18 лет, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Иванов, Копылин, Юкшанов. Челлендж проигран, балл синему.
Значит, перед выходом действие оценивается 2-2, потом выход балл, 2 синему, 2 красному, потом выход 1 балл синему и челлендж, то, что бросили красный, тоже балл синему. Какой счет тут? Счет какой? Счет какой там? Там они вместе вышли вообще. Какой балл там? На то время победу одержал Игорь Матвеев. На ковер Б приглашаются полуфиналисты весовой категории. До 70 килограммов приглашаются Игорь Укоев, Республика Бурятия, Владимир Майновский, Республика Саха-Якутия. Александр, просьба остановить видеозапись. Просьба приостановить видеозапись ковра А.
ковер Б, челлендж выигран, неполноценный бросок оценивается синим трико 2 балла. На ковре А весовой категории до 65 килограммов победу одержал Чулсхан Бодонов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории до 70 килограммов. Олег Фанин, Республика Саха-Якутия, Буян Саринов, Республика Бурятия. На ковре Б весовой категории до 70 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Игорь Укоев, Республика Бурятия, параллельно зачетная Иркутская область. Спортсмен мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе, тренеры Константин Мангалов, Виктор Паймеев, Валерий Иванов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Владимир Баяновский. Владимиру 20 лет, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер всероссийских соревнований памяти Бесика Кудухова, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки спортных команд, тренеры Васильский, Константинов, ковер Б. Давай сам, найдешь? Давай,
На ковре А весовой категории до 70 килограммов полуфинальный поединок ведут красный трико Олег Фомин, представляет Республику Саха-Якутия, спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель Дальневосточного федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренеры Посельский, Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия, Буян Цыренов. Буяну 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренер Зарипов Минченко. На ковре А с явным техническим преимуществом победу одержал Олег Фомин, Республика Саха-Якутия, и выходит в финал. На ковер А приглашаются полуфиналисты весовой категории до 74 килограммов Иннокентий Бабаранов, Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. Komandanını birime, komandanını birime. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов полуфинальный поединок ведут в красном трико Станислав Свинобоев, Республика Саха, спортсмен 21 год, мастер спорта России, победитель Дальнего Востока прошлого года, победитель российских соревнований среди студентов 2023 года. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд тренер Уваров. И его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Сандан Гарбаев. Сандану 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 7, тренеры Имани Маев, Соломон Ратнаев, Вандат Лазаров, ковер Б.
студент училища Лидийского резерва имени Дмитриева, тренер Уваров, Болесов, Курташов. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха Анатолий Никитин. Анатолию 22 года, кандидат мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Черноморского института физкультуры и спорта, тренер Сахаров, ковер А. Ondan beri böyle, ondan tabi beri. Oh, ihtimal. Oh, hoştan tahar. Bir ton tahar. Böyle. Neydi bıçağı? Bıçağı neydi? Neydi bıçağı? Yes. Vay böyle arkadaşlar. Ondan alındı birine. Победу одержал Станислав Свинобоев и выходит в финал. На ковер Б приглашаются полуфиналисты весовой категории до 86 килограммов. Приглашаются Буянтон Сахаров, Республика Бурятия, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия. Красный пассив. Красный пассив. Отбитый пассив красный.
На ковре Б полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов идут в красном трико Бояну Шадалов, Республика Бурятия, спортсмен 22 года, мастер спорта России, серебряный призер Дальневосточного федерального округа прошлого года, бронзовый призер Кубка России 2023 года. Представляет Федерацию спортивной борьбы Республики Бурятия тренер Нимаев Вадим Цыбиков. И его соперник в синем полевом представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта международного класса Герман Устинов. Герману 29 лет, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. Многократный победитель международного турнира мемориала Колькина, тренер Яковлев. Челлендж выигран. Последнее действие бонус. Как это? 2 балла только. Колено уже было. Колено уже было. Да, вот это колено уже было.
ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории на 90 килограммов. Аминин, Киев, Хабаровский край, Кирилл Эркитуев, Республика Бурятия. На ковре А победу одержал Иннокентий Бабаранов, Республика Саха-Якутия. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории до 86 килограммов. Андрей Ленский, Республика Саха-Якутия, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. О, хорошо, хорошо. Все, с рукой. С рукой бери. Пойдет, пойдет, пойдет. Бери, 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 бери. Пойдет, пойдет, пойдет. Вот хорошо. Еще раз. Еще раз пойдет. Еще раз пойдет. Пойдет, 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 пойдет. Пойдет, хорошо. Еще раз. Еще раз пойдет. Хорошо, Эмиль. Так же. Эмиль. Подыши. Внимательно, внимательно. Пойдем. 2 балла. Хорошо, Эмиль. Стряхнись. Сейчас проходить будет, смотри, ручку снизу. Ручку снизу. Эмиль, не стой, Эмиль. Вот, вот. Уходи. Внимательно, Эмиль, внимательно. Бам! Хорошо, Эмиль, хорошо. Эмиль, не бери пальцы, бал дадут. Оп! Было 2. Да, показывай, Эмиль. Раздергивай, раскачивай. Смотри, сейчас сам будет пойдет. Ручку снизу. Секунд, Эмиль. Осторожно. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 86 килограммов ведут в красном трико Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия, спортсмен 22 года, мастер спорта России,
серебряный призер первенства Центрального федерального округа, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Хабаровского края Эмиль Рамазанов, спортсмен 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренер ковер А. На табле Б полуфинальный
со счетом 20-12 победил Жан-Адриан Ленский. Республика Саха-Якутия и выходит в финал. Приглашаются полуфиналисты весовой категории до 92 килограммов. Никита Сафронов, Республика Саха, Аюр Жевжитов, Республика Бурятия. На ковре Тюмень-Бадиев, Республика Бурятия, красный трикол, спортсмен 21 год, мастер спорта России, победитель Дальнего Востока 23 года, серебряный призер Кубка России 23 года, тренеры Вадим Стреляков, Дима Немаев, Эрдем Педиктуев, его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Василий Кириллин. Василию 22 года, кандидат мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренеры Корякин, Захаров, Ковер Б. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 92 килограммов идут красный трикол Никита Сафронов, представляет Республику Саха-Якутия, спортсмен 23 года, кандидат мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд, тренер Альберт Макаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Аюр Жевжитов. Аюр 21 год, кандидат мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Киргенов, Камбоев. Ковер А. На ковре А полуфинальный поединок ведут красный трикол Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, синим Аюр Жевжитов, Республика Бурятия. Вітаю!
Проигран 4 гола борцов красных. В это время чистую техническую победу одержал Тюмен Владиев, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Утешительный поединок. Айтал Васильев, Федор Постников, Республика Саха-Якутия. В весовой категории до 92 килограммов победу одержал Никита Сафронов и выходит в финал. На ковер приглашаются полуфиналисты весовой категории 61 килограммов. Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, Алдар Большеневаев, Республика Бурятия. На ковре Б победу одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия.
На ковер Б приглашаются Айтал Васильев, Артур Илмаскин, Республика Бурятия, Муслим Мансуржанов, Приморский край. Утешительный поединок, весе 86 килограммов. На ковре А полуфинальный поединок такой категории до 61 килограмма весу. В красном триком Александр Павелов, Республика Саха-Якутия. В синем Алдар Вальжиневаев, Республика Бурятия. На ковре Б утешительный поединок идут в красном триком Артур Илмаскин.
На ковер выносится. Победил Александр Авилов. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограмм. Приглашаются Ачин Даржиев, Республика Бурятия, Амгер Качаян, Приморский край. Миша, работай сам. Своя борьба. Сам начинай, сам. Вот здесь оставил его вниз еще. Хорошо. На ковре Б начинается утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Николай Саволонский, Республика Саха-Якутия, РД Баракшонов, Республика Бурятия. Давай. Вот так. Правильно все делать, правильно, да, так и работай. Моя борьба, давай. На ковер приглашаются Николай Завладский, Республика Саха-Якутия, РД Баракшонов, Республика
вот так, разгоняйся. Боковой. Бал есть, Пошел, покажи, боковой. На ковер повторно приглашаются Николай Самоловский, Республика Саха-Якутия, Эрдем Паракшонов, Республика Бурятия. Утешительный поединок весовой категории 61 килограммов. Оставайся. Правильно, кисть, бери. Синий пассив. На ковер приглашается Николай Самоловский. Синий пассив. Двигаться, еще двигаться. Синий пассив. На ковер приглашается Николай Самоловский. Голову не поднимай, 10 секунд. 10 секунд, концовочка. 5 секунд. Стань, Артем, с тобой стань. Хорошо подготовь, хорошо подготовь. Готовь. Надо готовить. Красный пассив. Красный. На ковре чистую техническую победу одержал Эрдем Паракшонов, Республика Бурятия. Синий пассив. Красный пассив. Судья, синий пассив. Видишь, надо забирать. Внимательно, мячик. Давай. Готовь, давай. О, до конца! Забирай. Давай, Артем, туда. Забрать! Спокойно забери. К себе, спокойно. 4 можно забрать. Есть. Хорош, молодец! Стой. Хорошо, спокойно, встряхнулись. Все, Чин, бороться надо. Свой, ищи. Ничего не дать. Время идет. Все, Чин, бороться надо.
Левую снизу. Пойдет! Левая внизу. Стойка, судья, стойка. Работай, Чи, работай! 30 секунд. Держать. Левая снизу. До конца! Оттянулся, молодец. Здесь контролируй. 15 секунд. Толкни просто вперед. 2 балла есть. Хорошо. Молодец, Миша. Вставай, подыши, вставай. Вставай, Миша, вставай. На ковре А победу одержал Гер Качаян, Приморский край. На ковер А приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов, утешительный поединок Федор Соловьев, Джулстан Калачев, Республика Саха-Якутия. На ковре А победу одержал Джулстан Калачев, Республика Саха-Якутия. На ковер А приглашаются Артур Макаров, Республика Саха-Якутия, Алдан Куев, Республика Бурятия. Утешительный поединок весовой категории
На ковре А утешительный поединок весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико Артур Макаров, Республика Саха-Якутия, в синем Алдан Куев, Республика Бурятия. Ковер Б. Челлендж проигран. Формула синяя. На ковре А чистую техническую победу одержал Алдар Манхуев, Республика Бурятия.
На ковер приглашаются спортсменки весовой категории до 53 килограммов. Поединок за первое место. Виолетта Черноградская, Антонина Бессонова, Республика Саха-Якутия. Дмитрий Игер, просьба подойти на рабочее место. Итак, поединок за первое место, весовая категория 53 килограммов среди женщин. Поединок за первое место ведут в красных триков Виолетта Черноградская, в синем Антонина Бессонова. Руководитель ковра Вячеслав Кривошапкин, город Якутск, судья всероссийской категории, арбитр Рустам Сивцев, Республика Саха-Якутия. Боковой судья Дмитрий Игер, судья всероссийской категории, город Ереван, Республика Саха-Якутия. Чистую победу на душе одержала Виолетта Черноградская и становится победителем весовой категории до 53 килограммов. Антонина Бессонова становится обладателем серебряной медали. Уважаемые любители спорта, участники чемпионата Дальневосточного федерального округа, объявляется 15-минутный перерыв.
Добрый вечер, уважаемые любители вольной борьбы, участники чемпионата Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин и женщин на территории Республики Саха-Якутия в поселке Нижний Вестях в спортивном комплексе «Парус» начинаются финальные поединки чемпионата Дальнего Востока. Поединки пройдут по 2 коврам. Главный судья соревнований, судья всероссийской категории Руслан Вахидович Мухаммединов, город Благовещенск, Амурская область. Заместитель главного судьи Федор Афанасьевич Соловьев, судья всероссийской категории, город Якутск, Республика Саха-Якутия. А главный секретарь соревнований, судья всероссийской категории Вячеслав Кривошапкин. Итак, на ковер приглашаются борцы весовой категории до 57 килограммов. Любомир Ашеин, Уйкулан Иванов. Поединок за 3-е место. На ковер Б приглашаются борцы Федор Постников, Федор Адамов. Поединок за 3-е место, весовая категория 57 килограммов.
Поединок за третье место весовой категории до 57 килограммов ведут в красном трико Любомир Ашин. Любомиру 23 года, представитель команды Республики Саха-Якутия, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренируется под руководством Макарова, Захарова, Савина. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, 23-летний Регулан Иванов, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе 2022 года, тренер Филиппов Дмитрий. На ковре Б поединок за третье место весовой категории до 57 килограммов. Поединок ведут в красном трико Федор Костиков, спортсмену 27 лет, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе, тренируется под руководством Неустроева, Захарова. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия, Федор Адамов. Петру 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Иванов, Петров, ковер Б. Поединок за третье место. На ковре Б победу одержал Федор Постников, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером Дальнего Востока. Итак, уважаемые любители вольной борьбы, на ковре Б поединок за первое место, весовая категория 57 килограммов. Приглашаются Лев Павлов, Алексей Капулов, представители команды Республики Саха-Якутия. Поединок за первое место, весовая категория 57 килограммов. Красавец.
Итак, на КВМ Лев Павлов, Алексей Каплов, представители команды Республики Саха-Якутия. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Петр Соловьев, Республика Саха-Якутия, арбитр Алдар Дуков, боковой судья Чулстан Сивцев. Поединок за первое место весовой категории 57 килограммов ведут в красном трико Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, Льву 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России до 21 года, серебряный призер первенства России до 24 лет, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, тренеры Данилов, Конбоев, Павлов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Алексей Каплов. Алексею 24 года, мастер спорта России, прошлогодний серебряный призер Дальнего Востока, победитель всероссийских соревнований среди студентов 2000
Ковер Б. Поединок за первое место. В весовой категории до 57 килограммов победу одержал Алексей Копылов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. А Льву Павлову достается серебряная медаль. На ковера приглашаются Эрден Паракшонов, Республика Бурятия. Поединок за третье место, весовая категория 61 килограммов. На ковер Б приглашаются Алдар Манкуев, Республика Бурятия, Петр Константинов, Республика Саха-Якутия. Поединок за третье место. На ковре А ввиду травмы соперника победы присуждается РД Паракшонову, Республика Бурятия, и он становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа.
Итак, поединок за третье место весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико Алдар Мамбуев, Республика Бурятия. Спортсмену 23 года, мастер спорта России. Алдар Мамбуев, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа прошлого года. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Зарихто Минджиков, Баяр Царинов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Федор Константинов. Петру 25 лет, мастер спорта России. Прошлогодний серебряный призер Дальневосточного федерального округа. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха. Тренеры Иванов, Никифоров, Яковлев. Дайте красный.
весовой категории до 61 килограмма победу одержал Федор Константинов, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером соревнований. Итак, на ковре Б поединок за первое место. Весовая категория 61 килограммов. Приглашаются Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, Жаргал Давдинов, Республика Бурятия. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Виктория Барашкова, город Якутск, Республика Саха-Якутия, арбитр Дмитрий Табаев, Приморский край, боковой судья Тулстан Симцев, Республика Саха-Якутия. Поединок за первое место весовой категории 61 килограммов ведут в красном трико Александр Авинов, представитель команды Республики Саха-Якутия, спортсмен 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований по вольной борьбе. Тренируется в Республиканском центре спортивной
У Жангала Дангидова параллельный зачет Забайкальский край. Спортсмену 27 лет. Мастер спорта международного класса. Прошлогодний победитель Дальнего Востока. Тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва. Тренеры Базаров, Давгинов. Поединок за первое место.
там время на 0,1 секунда оставалось. Упор сзади был. Весовой категории 60 килограммов победу одержал Александр Ангелов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Жаргал Тангинов, серебряный призер Дальнего Востока, Республика Бурятия. До ковера приглашаются борцы весовой категории до 65 килограммов. Айтал Громов, Андрей Медловец, представители команды Республики Саха-Якутия. Поединок за 3-е место. На ковер Б приглашаются Александр Балуров, Республика Саха, Булат Б.С. Холодов, Республика Бурятия. Поединок за 3-е место. Весовая категория 65 килограммов. На ковре Б чистую техническую победу одержал Булат Б.С. Холодов, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером соревнований. Александр, просьба приостановить видеозапись.
Синий атакуется! Так, внимание, значит, небольшой технический сбой, но все судьи показали 4 балла, и я тоже смотрю, невозможно. Все-таки мы возвращаем, а оценку оставляем все. Есть, начинай! Начинай, начинай! Начинай! В весовой категории до 65 килограммов чистую победу на душе одержал Андрей Метловец и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. На ковер приглашаются борцы весовой категории 65 килограммов. Финал. Поединок за первое место. Приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Джулусхан Платонов, Игорь Матвеев. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Виктория Барашкова, город Иркутск, Республика Саха-Якутия, судья всероссийской категории. Арбитр Дмитрий Игер, судья всероссийской категории, город Екатеринбург, Республика Саха-Якутия. Боковой судья Алдар Нардуков, Республика Бурятия, судья всероссийской категории. Поединок за первое место весовой категории 65 килограммов ведут представители команды Республики Саха-Якутия. В красном трико Джулусхан Платонов, спортсмен 25 лет,
Дальнего Востока прошлого года тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд. Тренеры Игнатьев, Данилов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха, 18-летний Игорь Матвеев, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальнего Востока, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренеры Иванов, Копырин, Юкшанов. Поединок за первое место весовой категории 65 килограммов. Ведут представители команды Республики Саха-Якутия в красном трико Усхан Платонов, в синем Игорь Матвеев.
челлендж ковра Б. Челлендж проигран. Бал французским. В весовой категории 65 килограммов чемпионом становится Игорь Матвеев, Республика Саха-Якутия. Делу старшего возраста достается серебряная медаль. Итак, на ковера приглашаются борцы весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Албан Авакумов, Республика Саха, Буян Цыренов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашаются Петр Ксенофонтов, Республика Саха, Игорь Охоев, Республика Бурятия. Баирка, сушняга логера. Логеристы. Артур, сушняк найди. Первый. Увереннее, Буян. настройся. Походу, Кришта Будора.
На ковре А поединок за третье место весовой категории 70 килограммов ведут красный трико Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 24 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских международных соревнований, тренер Дмитриев Макаров. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Бурятия Буян Сыредов, Буян 25 лет, мастер спорта России, серебряный призер Восточного федерального округа прошлого года, тренер Зариксон Минчев. На ковре Б поединок за третье место ведут в красном трико Петр Ксенофонтов, Петру 20 лет, имеет первый спортивный разряд, бронзовый призер первенства Республики Саха-Якутия, студент Чурапчинского института физкультуры и спорта, тренер Захаров Явловский. Его соперник в синем трико Игорь Ой, представитель команды Республики Бурятия, параллельный зачет Иркутская область, спортсмену 21 год. Игорь Укоев, мастер спорта России, победитель всероссийских международных соревнований, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 10, тренер Константин Ханкалов, Виктор Пайкеев, Валерий Иванов. Ковер Б. Буян, кисти, вяжи, кисти. Вилы, хорошо, вилы. Пройди. Вот, идешь. Перевод. Показал перевод. Показал перевод. Василь, красный. Давай, Буян, надо. Все возможно. Буян, давай. Пойдешь, Буян, давай. Надо. Стоять, Буян. Стой. Стойка! Буян, настройся. Потерпи, до конца борись. До конца! Давай! Все, до конца! Ломай его! Давай, еще. Висей! Красный палец, красный! Васил, красный! Под себя! Все! Еще раз! На ковре Б весовой категории до 70 килограммов чистую физическую победу одержал Игорь Укоев и становится бронзовым призером соревнований. Стоять, Буян! Стойка! На ковре А весовой категории до 70 килограммов чистую победу на туше одержал Албан Авакумов, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером Дальнего Востока. Итак, на ковре Б поединок за первое место, весовая категория 70 килограммов. Приглашаются Олег Фомин, Владимир Баяновский, представители команды Республики Саха-Якутия.
Данную встречу обслуживает руководитель КАПРА Федор Соловьев, судья российской категории город Якутск, Республика Саха-Якутия, арбитр Алдан Тартуков, Республика Бурятия, судья всероссийской категории, боковой судья Делустан Сивцев, город Якутск, Республика Саха-Якутия, судья всероссийской категории. Поединок за первое место в своей категории до 70 килограммов ведут в красном трико Республики Саха Олег Хамин. Олегу 21 год, кандидат в Федерацию спорта, победитель Дальнего Востока года, тренер Васильский Сивцев. И его соперник в синем трико Владимир Баяновский. 20-летний спортсмен представляет Республику Саха-Якутия, бронзовый призер всероссийских соревнований Олимпийских Кубков. Тренер Васильский Константинов. Остается меньше 30 секунд, счет 5-1 в пользу Олега.
весовой категории до 70 килограммов победу одержал Олег Фанин, Республика Саха-Якутия. Становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Владимиру Войновскому достается серебряная медаль. Уважаемые любители вольной борьбы, сегодня, 17 февраля 2024 года, ушел из жизни легендарный грузинский борец Леван Кевиашвили. Леван Кевиашвили был двукратным олимпийским чемпионом 1972-1976 годов. Объявляется минута молчания. Спасибо. На ковера приглашаются Николай Сивцев, Анатолий Никитин, Республика Саха-Якутия. Поединок за третье место, весовая категория 74 килограмма. На ковре Б Алексей Захаров, Республика Саха, Сандан Гарбаев, Республика Бурятия. Поединок за третье место, весовая категория 74 килограмма. На ковре А поединок за третье место в весовой категории до 74 килограммов ведут в красном трико Николай Сивцев, Николаю 23 года, кандидат в мастера спорта, прошлогодний бронзовый призер Дальнего Востока, тренер старости Сивцев. Соперник Николая Сивцева Анатолий Никитин. Оба представляют Республику Саха-Якутия. Николаю Сивцеву 23 года, кандидат в мастера спорта, прошлогодний бронзовый призер Дальнего Востока. Тренер старости Сивцев.
На ковре Б поединок за третье место весовой категории до 74 килограммов ведут в красном трико Алексей Захаров, представляет Республику Саха-Якутия, спортсмену 17 лет, кандидат в мастера спорта, призер Первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва имени Романа Михайловича Дмитриева, тренер Капитонов, Симцев. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Самдан Кармаев. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Дальневосточного федерального округа, представляет спортивную школу Олимпийского резерва номер 7, тренеры Нима Нимаев, Соломон Ратнаев, Мандан Базаров, ковер Б. Красный пассив. Красный. Красный. Красный пассив. Красный пассив. Пассив красный. О, это хунан юрля, бенля. Кадр туля, кадр. Кадр туля. Красный пассив. Красный пассив. На ковре А весовой категории до 74 килограммов победу одержал Николай Симцев, Республика Саха-Якутия, и становится бронзовым призером Дальнего Востока. На ковре Б победу одержал Сандан Кармаев, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. На
ковре Б поединок за первое место. Весовая категория 74 килограмма. Приглашаются представители команды Республики Саха-Якутия Иннокентий Помаранов, Станислав Свинобоев. Поединок за первое место ведут в красном трико Иннокентий Помаранов. Спортсмену 19 лет, имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент училища Олимпийского резерва и его соперник Станислав Свинобоев, спортсмену 21 год, мастер спорта России, и чистую техническую победу одержал Станислав Свинобоев. Республика Саха-Якутия становится обладателем золотой медали чемпионом Дальнего Востока. Иннокентию Помаранову достается серебряная медаль. Итак, продолжаем поединки. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов. Ачир Даржиев, Республика Бурятия, Василий Кириллин, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Амгер Качаян, Приморский край, Тумен Бадиев, Республика Бурятия. На ковре Б перерыв. Сначала поединок за третье место приглашаются на ковер А Ачир Даржиев, Василий Кириллин.
Чистую победу на душе одержала Чирдажи, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. На ковре поединок за первое место приглашаются Анкер Качаян, Приморский край, Тюмень Бадиев, Республика Бурятия. Весовая категория 79 килограммов. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Петр Соловьев, судья всероссийской категории город Якутск, арбитр Дулстан Сильцев, город Якутск, судья всероссийской категории, Алдар Тандуков, Республика Бурятия, судья всероссийской категории. Вот так хорошо держи. Если ты все правильно делал. Просто вниз. Вот так. Свою борьбу ищешь. Навязывай. Да, вот так, вот. Голову ставь, вот так, хорошо. Свои захваты. Вот. Продолжай. Вот он ошибается. Да, вот так, навязывай его. Спасибо. Хорошо. Слегнулись. Вот здесь поработать. Сам работай, сам. Вот, да, правильно делаешь, неси. Держай голову, хорошо. Сиди, паси. Просто руку вниз, да, грызи вот так, да. Поединок за первое место в весовой категории до 79 килограммов идут. Красным триком Гер Качаян, он представляет Приморский край. Спортсмену 28 лет, мастер спорта России. Чемпион Дальневосточного федерального округа. Представляет спортивный клуб «Булат», тренер Дмитрий Табаев. И его соперник в синем триком, представитель команды Республики Бурятия Тюмень Бадиев. Спортсмен 21 год, мастер спорта России. Серебряный призер Кубка России 2023 года. Чемпион Дальневосточного федерального округа. Тренеры Вадим Средиков, Дима Немаев, Эрдем Белектуев. Поединок за первое место. Весовая категория 79 килограммов.
Шабиров, пошел Шабиров. Стоять, стоять. Конечно, надо забирать, стоять надо. Колено. Сам работай. Не останавливайся. Давай. Надо, давай. 2 минуты есть. Работай. Не останавливайся. Еще. Выложиться. Давай. Вот так, да. Не паси. Да, вот забирай. Локоть. 1,5 минуты, надо взорваться. Двигай. Давай, Миха, давай. Ищи. Сделай, давай. Смени пассив. Забирай. Сбегай, Туман! Под себя дергай. Под себя дергай. До конца сбегай. Хорошо. Работай. Время есть, давай. Атакуй. Делай, Миша, делай. Работай. Давай, атаку сделай! Забирай! В весовой категории до 79 килограммов победу одержал Тюмень Багиев, Республика Бурятия. Он становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Амгеру Качаяну присуждается серебряная медаль. На ковера приглашаются борцы весовой категории до 86 килограммов. Артур Ирбаскин, Республика Бурятия, Эмиль Рамазанов, Хабаровский край. Судьи ковра А просят занять рабочее место. На ковер Б приглашаются Влас Симцев, Республика Саха, Буянко Шадапов, Республика Бурятия.
Дмитрий Лигер. Просьба занять рабочее место. Дима, что ты? Поспокойнее теперь имею. На ковре Б победу одержал Буянтош Адамов, Республика Бурятия. Чистая техническая победа и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. Голову выше. Вот, хорошо. Выше поднимайте. Стоять, стоять! Все, не расслабляйся, дальше работаешь. Артур, сам работай. 30 секунд имеешь. Артур, сам работай! Не бросай. Уходи, Савка! Вот так. Держи. Держи. На ковре А весовой категории до 86 килограммов. Чистую победу на душе одержал Эмиль Рамазанов, Хабаровский край, и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. На ковре Б поединок за первое место, весовая категория 86 килограммов. Приглашаются Андриан Ленский, Герман Устинов, Республика Саха-Якутия.
В весовой категории до 86 килограммов поединок за первое место ведут в красном трико Андриан Ленский, Республика Саха-Якутия, спортсмен 22 года, мастер спорта России, серебряный призер первенства Центрального федерального округа, представляет Республиканский центр спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Сивцев. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Саха-Якутия Герман Устинов, мастер спорта международного класса, спортсмену 29 лет, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха, тренер Яковлев. Герман Устинов, неоднократный победитель международного турнира Гран-при Дмитрий Коркин. Данную встречу обслуживает руководитель радиостанции ЦИР Республика Саха, город Иркутск, арбитр Виктория Барашкова, судья всероссийской категории, город Иркутск, боковой судья Алдар Дандунов, Республика Бурятия, судья всероссийской категории. Остается меньше минуты, счет 2-0 в пользу Германа Устинова. В весовой категории до 86 килограммов победу одержал Герман Устинов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа. Андриану Ленскому достается серебряная медаль. На ковер приглашаются финалисты, поединок за третье место в весовой категории до 92 килограммов. Джулустан Калачев, Республика Саха-Якутия, Аюр Жекжитов, Республика Бурятия. На ковер Б приглашается Али Егиев, Хабаровский край. Ввиду неявки соперника победа присуждается Али Егиеву, Хабаровский край, становится обладателем бронзовой медали.
Когда спокойно ходишь. Поединок за третье место в весовой категории до 92 килограммов ведут в красном трико Чолустан Калачев, представляет республику Саха-Якутия. Спортсмен 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства республики Саха-Якутия, тренер Сивцев Евловский. Его соперник в синем трико, представитель команды республики Бурятия Аюр Жижитов. Аюр 21 год, кандидат в мастера спорта, победитель первенства республики Бурятия, тренер Евгенов Копоев. Аюр, работай сам. Сам работай, Аюр.
На ковре А весовой категории до 92 килограммов победу одержал Аюб Жиджиков, Республика Бурятия, и становится обладателем бронзовой медали. На ковре Б финальный поединок, весовая категория до 92 килограммов. Приглашаются Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, Кирилл Эрхитуев, Республика Бурятия. Весовая категория до 92 килограммов. Поединок за первое место. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Петр Соловьев, город Якутск, арбитр Дмитрий Табаев, Приморский край, боковой судья Алтар Дантуков, Республика Бурятия. Челлендж ковер Б, челлендж проигран, вам борцов красного. Аппарат!
Высоки, Рахсон! Высоки! Поединок за первое место весовой категории до 92 килограммов ведут в красном трико Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия. Никите 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года, тренер Альберт Макаров. И его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия Кирилл Эрхидуев. Кириллу 20 лет, кандидат в мастера спорта, победитель первенства Республики Бурятия. Серебряный призер Дальневосточного федерального округа до 24 лет. Серебряный призер Кубка России 2023 года. Тренер Дмитрий Макаев, поединок Эрхидуев. Поединок за первое место.
Так, ковер Б. Челлендж проигран, балл синий. Итак, весовая категория 92 килограммов. Победу одержал Никита Сафронов, Республика Саха-Якутия, и становится чемпионом Дальневосточного федерального округа в данной весовой категории. Кириллу Хитуеву присуждается серебряная медаль. На ковре А, пятый круг, весовая категория 97 килограммов. Приглашаются Дмитрий Шевцов, Приморский край, Максим Любенецкий, Амурская область. На ковер Б приглашаются Андрей Илмаскин, Республика Бурятия, Юргон Сергин, Республика Саха-Якутия. Пятый круг, весовая категория 97 килограммов. Самая напряженная. Самая красивая. 4-бальная. Первое, что ли?
На ковре А весовой категории до 97 килограммов. Пятый круг ведут красным триколом Дмитрий Шевцов, Приморский край. Спортсмену 37 лет, кандидат мастера спорта, призер Приморского края, представляет спортивную школу «Булат», тренер Дмитрий Табаев. Его соперник в синем трико представитель команды Амурской области, 23-летний Максим Любенецкий. Мастер спорта России, чемпион Дальневосточного федерального округа, представляет спортивный клуб «Юность России», тренеры Покровских, Мухамединов. Ковер А. На ковре Б поединок весовой категории до 97 килограммов, пятый круг, ведут красным трико Андрей Паскин, Республика Бурятия, параллельный зачет, Иркутская область. На ковре А победу одержал Максим Любенецкий, Амурская область. Андрею Елбацкому 24 года, мастер спорта России, бронзовый призер Дальнего Востока прошлого года.
тренер Кирилл Алдаев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Нюрбун Сергей. Нюрбуну 27 лет, мастер спорта России, чемпион Дальнего Востока прошлого года, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренер Симцев. Поединок в пятом круге весовой категории до 97 килограммов. В весовой категории до 97 килограммов победу одержал Нюрбун Сергин, Республика Саха-Якутия. На ковера приглашаются супертяжеловесы. Весовая категория до 129 килограммов. Поединок за третье место. Всеволод Шадура, Приморский край, Иван Алексеев, Республика Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Нюрбун Чудров,
Саха-Якутия, РТ Средчапов, Республика Бурятия. Чемпионы призеров соревнований будут готовиться для проведения церемонии награждения. Чемпионы призеров соревнований будут готовиться для проведения церемонии награждения. Весовой категории до 120 килограммов. Красный стрелок Юргон Чепуров, Республика Саха-Якутия.
Верховный 19 лет имеет первый спортивный разряд, победитель первенства Республики Саха-Якутия, студент Черночинского религиозно-ведической культуры и спорта, тренер Сивцев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия, Молдан Цышев. Параллельно изучен Забайкальский край, Молдану 33 года, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России 2022 года. Тренер Молдаев Меньшиков. На ковре поединок за третье место весовой категории до 125 килограммов ведут Всеволод Шатура, Приморский край. Всеволоду 19 лет, кандидат в мастера спорта, победитель Приморского края, представляет Федерацию спортивной борьбы Приморского края, тренер Васильев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Иван Алексеев. Ивану 22 года, кандидат в мастера спорта, призер первенства Республики Саха-Якутия, тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия. победу одержал РБ Централ, Республика Бурятия, и становится бронзовым призером Дальневосточного федерального округа. Чуть больше минуты, счет 12-11 идет Всеволод Шатура.
супертяжеловесе. Победу одержал Иван Алексеев, Республика Саха-Якутия, и становится обладателем бронзовой медали Дальневосточного федерального округа. Итак, завершающий поединок чемпионата Дальнего Востока. Весовая категория до 125 килограммов. Поединок за первое место приглашаются представители команды Республики Бурятия Абдалан Бакшиев, Балдан Сыжимов. Данную встречу обслуживает руководитель ковра Дмитрий Игер, судья всероссийской категории, город Еренды, Республика Саха, арбитр Тюлстан Сивцев, город Якутск, боковой судья Алтан Тандуков, Республика Бурятия. Уважаемые чемпионы, призеры, просьба подготовиться для проведения церемонии награждения. Награждение состоится на сцене.
Завершающий поединок весовой категории до 125 килограммов ведут в красном трико Амкалан Бакшиев. Представляет республику Бурятия. Амкалану 23 года, кандидат в мастера спорта, бронзовый призер Дальневосточного федерального округа 2023 года. Тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва номер 10. Тренер Гадылжалсан Сырдымеев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Бурятия. Параллельный зачет Забайкальский край Балдан Сыжипов. Балдану 33 года, мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата России 2022 года, тренируется в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва, тренеры Балдаев, Меньшиков. Поединок за первое место. В супертяжелом весе чистую победу на душе одержал Балдан Сыжипов, мастер спорта международного класса, Республика Бурятия. Через несколько мгновений состоится торжественная церемония награждения чемпионов и призеров